Привет, это Фарух, и сегодняшнее видео практически эпитафия к покинувшей этот бренный мир Fuji Color Pro 400H, на которой я сегодня поснимаю в первый и, наверное, в последний раз. Как многие из вас, наверное, знают, 14 января компания Fujifilm объявила о прекращении производства одной из самых известных своих пленок Fuji Color Pro 400H. Производство узкоформатной, то есть 35-мм версии уже остановлено, но компания обещает производить среднеформатную версию до конца 2021 года. Несмотря на это, среднеформатную версию уже сложно найти, потому что спекулянты выкупают весь сток и продают на таких платформах, как eBay и Amazon, в несколько раз дороже рыночной стоимости. Я никогда не снимал на эту пленку, поэтому как только узнал о прекращении ее производства, очень сильно загрустил, но мне повезло. Один мой знакомый фотограф, Асиф, ссылка на его инстаграм в описании к этому видео, подарил мне из своих личных запасов одну катушку среднеформатной пленки Fuji Color Pro 400H. Спасибо ему большое за это, без него этого видео не было бы. У меня еще две новости. Одна плохая, другая хорошая. Начнем с плохой. С прискорбием сообщаю, что меня покинули две камеры, которые я любил самой нежной любовью. Canon AE1 и Yashica Mat LM. Но из хороших новостей, продав эти две камеры, я купил себе новую, на которую буду снимать упакованную Fuji Color Pro 400H. Дамы и господа, встречайте. Великая и... Господи, какая тяжелая! Mamiya RB67. Про эту малютку, в которую я влюбился с первого взгляда, я расскажу подробно в следующем видео. А пока все внимание на Fuji Color Pro 400H. Поехали! Прежде чем рассказать про Fuji Color Pro 400H, вынужден упомянуть небольшую особенность Mamiya RB67. Это полностью механическая камера, и за взвод затвора и перемотку пленки отвечают два разных рычага. То есть, если вы сняли первый кадр, взвели затвор, но забыли перемотать пленку на второй, у вас получится два наложенных друг на друга кадра, или, как принято называть данный феномен, Double Exposure, по-русски двойная экспозиция. И, естественно, на первой же съемке на эту камеру я забыл перемотать пленку, и первый кадр со вторым наложились друг на друга. Добро пожаловать в мир моей зыбкой памяти. Теперь вернемся к пленочке. Fuji Color Pro 400H – это цветная негативная пленка японской компании Fujifilm. Эта пленка со светочувствительностью 400 ISO была впервые представлена миру под названием Fuji Color MPH400 в 2002 году. Эта яркая пленка с мелким зерном выдавала очень естественный тон кожи, поэтому использовалась в первую очередь для портретных съемок, в основном свадебных и фэшн. Выпущена она была в трех форматах: 135, 120 и 220, став прямым конкурентом профессиональной линии пленок Kodak Portra. В 2004 году пленка была переименована в уже известную нам Fuji Color Pro 400H. Помимо названия изменилась также упаковка, но эмульсия не претерпела изменений. Производство 220 формата остановилось в 2013 году. В том же году Fujifilm перестал предлагать узкую версию этой пленки с 24 кадрами и в виде коробок из нескольких катушек. В январе 2021 года Fujifilm объявил о прекращении производства Pro 400H как в узком, так и в среднем формате. По всему миру узкая версия немедленно прекратила поступать в продажу, в Японии же она будет продаваться до марта этого года. Среднеформатная версия же продолжит продаваться до конца 2021 по всему миру, кроме Японии. В Японию 120-я пленка будет поступать до марта 2022.
Чтобы понять причину прекращения производства, нам нужно взглянуть на характеристики этой пленки. Да, дело не только и не столько в низком объеме спроса. Основная проблема в том, что, как бы странно это ни звучало, Fuji Color Pro 400H уникальная пленка. Дело в том, что в этой пленке помимо 3 слоев, соответствующих 3 цветам моделей RGB, то есть R красный, G зеленый, B синий, используется также 4-й, запатентованный компанией Fujifilm слой. Именно в этой производственной особенности, ее сложности и стоимости кроится основная причина прекращения выпуска этой пленки. Пройдемся по особенностям пленки. В первую очередь, конечно, стоит упомянуть то, на чем делает акцент сама компания. Акцентирует она внимание на экспозиционной широте. Другими словами, если вы пересветили или недосветили, пленка будет прощать ваши ошибки. Но по уже личному опыту могу смело сказать, что Pro 400H очень ревностно относится к недосвету. На некоторых кадрах из этой съемки это особенно заметно в тенях. Сравните цветовую тональность теней Fuji Color Pro 400H с GoPro. Да, последняя добавляет немного сатурации, но в целом картинка приближена к той, что была в реальности. На пленке тени иногда слегка, иногда и очень сильно отдают зеленым, что лично мне не по душе. Та же особенность есть и у других профессиональных пленок, например, у Portra 400, но Portra склоняется в сторону мадженты, то есть более теплых тонов. По поводу резкости и мелкозернистости у меня нет никаких пререканий. Все как и заявлено, на самом высшем уровне. А еще нужно обратить внимание на тон кожи. Его эта пленка выдает просто волшебнейшим образом. Другими словами, если во время экспозамера вы сделали все правильно, то портрет должен получиться не только очень сочным, но при этом естественным. Важно лишь помнить, что эта пленка сбалансирована под дневной, то есть естественный свет. Поэтому при искусственном освещении в студии или в любом другом помещении нужно ожидать совсем другого результата, чем при уличной съемке. Что я могу сказать по итогу? Понравилась ли мне Pro 400H? Определенно. Нравится ли она мне больше, чем кодек Portra? Точно нет. Хоть и вряд ли у меня будет возможность снова поснимать на эту пленку, перепади мне она еще раз, я бы использовал ее для съемки, настроение которой соответствует тому, что она выдает. Но так или иначе, если у вас будет возможность в ближайшее время поснимать на нее, настоятельно советую сделать это. Как минимум ради того, что подобная возможность может и не повториться. Pro 400H в борьбе за превосходство в мире профессиональной пленки сначала повторил ошибку, а затем и участь Kodachrome. Из-за сложного и дорогостоящего процесса производства компания вынуждена перестать выпускать эту пленку, одну из самых известных своих пленок. В борьбе как минимум за рынок среднеформатной съемки на данный момент Kodak вышел победителем. Лично для меня уже альтернативы нет. Если я хочу снимать на цветную негативную среднеформатную пленку, это или Kodak Ektar, или одна из пленок из серии Kodak Portra. А пока все, что нам остается, проводить Fuji Color Pro 400H в последний путь. Ставьте лайк, подписывайтесь и до новых встреч.